Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Я Карина, таролог и практик. Сегодня у нас с вами очень интересное гадание на Таро и Тейлы на замечательную тему «Три главных события февраля» для вас. И сначала у нас будут по традиции 3 позиции, а потом 3 главных события для каждого знака зодиака на февраль 2023 года. И смотрите, вот, по сути, этот расклад можно использовать для любого месяца, раз вы его открыли, да, для себя. Там, допустим, Вселенная вам его прислала. Но если на то пошло, да, сейчас у нас актуальный месяц февраль, поэтому его и мы смотрим. Вот. Но, конечно, если вы вдруг захотели посмотреть на другой месяц, ничего страшного в этом нет. Итак, начну я с наших 3 позиций, да. 3 позиций. Второе Тейлы. Такая довольно нестандартная колода, я вам скажу. Здесь старшие арканы совершенно другие. По другому принципу колода Тейлы — это как бы другое ответвление Таро. Кто историю Таро изучал, тот знает, о чем я говорю. У Таро были разные авторы, естественно. Вот. Итак, давайте, значит, первая карта – это ваше текущее жизненное состояние. По этой карте вы ориентируетесь, правильно ли выбрали позицию, потому что, свой знак зодиака или там знак зодиака любимого человека вы выбираете по названию знака зодиака, все просто, да, по дате рождения. А когда нет особых обозначений, то лучше выбирать по сигнификатору, то есть смотрим первую карту. Если совпадает то, что у вас сейчас в жизни происходит, то значит позиция ваша. Многих не устроят все 3 позиции или устроят все 3 наоборот, да. Поэтому можно посмотреть, допустим, гороскоп. Давайте, значит, распределять наши камни, да. Первая позиция — серпентин. Вторая позиция — вот такой вот оранжевый кальцит из Мексики. И третья позиция — розовый кварц. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите уже на свой тайм-код. Вообще, если смотрите дольше, конечно, вы помогаете моему каналу. Также, если вы скидываете донаты. И я живу в Германии, на самом деле, да, но поддержка может быть любой, поэтому присоединяйтесь, если вы смотрите рекламу, или смотрите там, допустим, дольше, или ставите лайк, пишите комментарий, подписаны на канал, это тоже поддержка, И я убираю последние 2 позиции в сторону. 3 главных события февраля. Наша тема сегодня. 3 главных события. Наш серпентин такой прикольный, светлый. И первая карта — это текущее ваше состояние, да. То есть в каком аркане вы сейчас находитесь. И вы в 8 жезлов. Я вам так скажу, что, конечно, эта карта, она такая веселая, подвижная. И у вас сейчас в жизни, скорее всего, много ярких каких-то событий, развитие этих событий, да, очень скоро. Или у вас грядут скорые перемены в жизни, новости, сообщения какие-то, много суеты, много дел, работы. И, соответственно, вы, с одной стороны, оптимистично смотрите на этот мир, да. Тех, кого смущает храп, это моя собака, сразу предупреждаю, это мопс. Вот. То есть вы смотрите с каким-то воодушевлением, я считаю. И, конечно, карта говорит, вы готовы действовать, вы готовы побеждать, вы готовы наращивать обороты. Но проблема в том, что вы можете слишком спешить и слишком много торопиться, да, вот, как сказать, поспешишь, людей насмешишь, да, то есть вам нужно как-то все равно вдумчиво все делать, придержать коней в некоторых случаях. Допустим, нельзя говорить то, что хочется сразу, надо сначала подумать, что вы говорите такое, да. И, допустим, если бежать куда-то надо, сначала подумай, сядь, а мне зачем туда надо? Мне точно туда надо? Или, может быть, не надо, может, я там испорчу все. То есть прям вот с мыслями надо собраться. А так
Карта, да, человека на позитиве, подвижного, энергичного, активного, да, такого. Хорошо, давайте посмотрим ваши 3 главные события февраля. Первое событие. Тут у нас 6 мечей. Ой, дальше смотрим. Второе событие. 7 мечей. Хорошо, видимо, это мечи к вам прилипли. Третье событие. А вот, смотрите, у нас старшие арканы здесь, да, отличаются. И это у нас аркан Пруденс, да, благоразумие. То есть это уже не как бы в классической колоде был повешен, например. Это уже другая история совершенно. Ну хорошо, вот у нас, значит, с вами 3 события. Начнем с самого первого. 6 мечей. 6 мечей — это, ну, по сути, карта, показывающая какое-то движение, да, движение. То есть она говорит всегда о том, что человек медленно, но верно движется вперед, потому что назад у него дороги нет. То есть у вас какое-то переходное состояние, да? Соответственно, она часто показывает поездки какие-то. То есть это именно чаще всего. Но тут еще может быть, что вы составляете себе маршрут. Ну, то есть, когда человек планирует переезд, например, тщательно все продумывает, там визы всякие заказывает, там, да, документы подает. То есть это может быть процесс этот. Не обязательно, что вы уже это совершите в феврале, но это тоже событие, да, главное событие, когда ты готовишься к переезду, все продаешь, там, допустим, вещи продаешь свои, там, или недвижимость, машину, собираешься ты, да, и документы оформляешь и все такое прочее. Это тоже, это вот процесс именно составления этого маршрута, и, соответственно, ну, вам нужно понять, что это не обязательно уже совершенное вот действие, но, по крайней мере, очень радостное такое, да, предвкушение может быть. Ну и также карта может показывать реальную дорогу в феврале. Когда человек куда-то переезжает, путешествует, это уже совершается, это тоже может быть. И вообще любой переход, любой переход. Ну, то есть, допустим, с одной работы он переходит на другую, да. Но чаще всего, конечно, 6 мечей — это дорога. Вот куда-то надо отправиться, куда-то надо отправиться. Тут еще есть слово декларация. Что-то задекларировать, да, может быть, нужно. То есть там какие-нибудь товары, составить документы, тоже вариант. При перевозке, да, например, чего бы то ни было. Получается, что это тоже все важно для вас, да, важно. Ну, дальше у нас, значит, 7 мечей, второе событие, важное в феврале. Это, по сути, вот когда человек совершает какое-то хитрое действие, находит хитрое решение некоторых вопросов в своей жизни, да. Ну, выходит, что, может быть, это какие-то неожиданные там озарения, которые появляются в голове по поводу, там, допустим, вашей работы или ваших каких-то, ну, там, тех же, ну, дел там в личной жизни, что выкрутиться, да, выкрутиться и сделать иначе, но по-хорошему. Еще эта карта показывает надежду на что-то. Ну, то есть, когда человек знает, что ему есть на что надеяться. Допустим, рассчитывать на другого человека в помощи. Ну, вот представим, что у вас есть проблема, ее надо решить. И эта карта показывает, что появляется другой человек, который действительно может решить проблему, а вы на него надеетесь, да. И, по сути, это не какая-то необоснованная надежда, это реальная надежда на то, что он поможет. А раньше, вот, допустим, и этой надежды не было.
То есть это событие, да, что появляется человек-помощник, на которого можно как-то опереться. Ну и вообще эта карта, она часто показывает, допустим, какие-то очень хорошие события, именно в этой колоде Таро Тейла, да, которые происходят вам на руку. Ну, то есть вам они выгодны, эти события, да. Там разворачивается как-то так ситуация, например, законодательством в вашу пользу. Или обстоятельства складываются благоприятным образом, и у вас все получается, то, что вы задумали, вы хотели. А могло не получиться, потому что могло вообще сложиться там иначе. То есть вам идет на руку именно вся ситуация февраля. Как будто бы успех, он действительно будет вас сопровождать. То есть это тоже событие, да, я считаю. Следующая карта Prudence. Да, Prudence. Она показывает благоразумие. То есть вы проявите все-таки благоразумие. Вы сейчас в 8 жезлов, вы можете быть довольно активны и импульсивны, но чуть попозже вы действительно в феврале возьмете себя в руки, да, и проявите сдержанность или благоразумие, да, в каком-то вопросе, и буквально не испортите что-то. Вот, во-первых, не испортите, слово «не» именно, да, вернее, частица. Человек мог своей импульсивностью поломать там отношения какие-то, но сдержался, не полез спорить. А раньше вы бы полезли. Вот вы как-то научитесь контролировать себя в феврале. Конечно, эта карта, она показывает очень умного человека. Мы видим книгу, мы видим вот эту змею обвитую, да, вокруг зеркала. И мы понимаем, что вот эта женщина очень умна, очень. Она действительно умеет контролировать те процессы, которые происходят внутри. То есть она никогда не поддается на такой чистый импульс. Нас всех что-то иногда раздражает, бесит, да. Но если бы вы не поддавались, ваша жизнь была бы совершенно иной. И вы это начинаете понимать, что все просто, гораздо проще, чем вы думали, да. И пользуйтесь уже своим пониманием. То есть вот действительно какая-то холодная голова. И умная голова. Вы понимаете, что вам нужно чему-то учиться. Вот может быть даже процесс обучения, да, он всегда идет с терпением. И вот возможен процесс обучения в феврале. Обучение чему-то интересному для вас. Буквально познание, да, познание. Ну и общение может быть с очень умным человеком. То есть это тоже нельзя не взять во внимание, что вы можете познакомиться с кем-то, кто действительно даст вам в жизни такое большое наставление. Ну, вот такой вот у нас ответ по первой позиции. Идем дальше к позиции номер 2. Оранжевый кальцит. И первая карта, в каком аркане вы живете. Ну, тут у нас кавалер, да, рыцарь пентаклей. Вы живете вот в аркане такого, знаете, спокойного, неторопливого, работящего человека. Такого прям, знаете, прагматичного и желающего накопить. Вот знаете, вот так. Я поработаю, я накоплю, я все сделаю. Хозяйственный такой человек, хозяйственный. И да, вы, может быть, не совсем романтик, или там девушка, или мужчина, неважно, да. Но вот то, что вот хозяйство тут должно быть вот, обустроено, это совершенно точно. Вы пользуетесь, то есть вообще карта говорит о том, что человек использует, да, что он использует? Свои какие-то ресурсы, да, он умеет пользоваться ситуацией, он умеет пользоваться своей энергией. Он не торопится, он думает, когда принимает решение, куда ему вкладывать энергию, куда не вкладывать энергию. То есть вы такой вот прям умный человечек, неторопливый и умный, основательный. Если уж что-то делаете, то на совесть. Хорошая карта в этом плане. Действие только на совесть. Естественно, на вас, как на честного человека, можно положиться на сегодняшний день. И если вы что-то пообещали людям или человеку, ну уж обязательно
в лепешку разобьетесь, но сделаете, да? Сделаете. Свое обещание выполняете. Потому не очень любите их давать, потому что надо же тогда сделать. Есть люди, которые очень любят давать обещания, очень. Но они же их не выполняют в итоге-то, понимаете? Поэтому они любят их давать, потому что им плевать, выполнят они их или нет. Вам не наплевать. 3 события главных февраля. Давайте смотреть. Ой, Тейла. Так. У вас такие интересные пошли карты. Ну, тут у нас 8 мечей выпала второй. Но у нас различаются значения. Не все, но различаются между Таро Райдера Уэйта Смита и Тейлы. И 3 карта у нас, значит, 6 жезлов, да? То есть 3 события, ну, неплохие, я бы сказала, события. Особенно Этейла. Вот смотрите, это такая интересная на самом-то деле карта, да? Она показывает, ну, мужчину. И она показывает вот как первопричину нашего мироздания. То есть это, ну, может быть, как зерно какое-то, да, семя. Я так еще могу назвать. То есть такая вот она, вот, видите, вот это круги, тут вот это все. И видите, как вот, не знаю, как космос, может быть. То есть сама суть этой карты именно в том, что это, с одной стороны, видите, хаос, да, хаос, а с другой стороны, это именно мужская такая карта, мужская, мужчина. И, естественно, она такая глубокая, да, она показывает вот энергию, которая у вас будет бить ключом. Вообще, значение, если бы Таро Райдера Уэйта, то это была бы карта мир, конечно же. Но здесь немножко по-другому. Здесь это мировой хаос. То есть, каким мир был до начала времен, да? Что-то рождается в вашей жизни. Что-то в вашей жизни появляется, понимаете? Что-то меняется. Это как судьба какая-то. Судьба. И получается, что перед вами может встать какой-то мужчина, да, который очень важен в вашей жизни, если вы женщина особенно. Потому что эта карта в колоде, она показывает для женщины мужа, партнера, лицо мужского пола, да. И от него зависит многое в вашей жизни. Вот. Ну, либо другой момент, что эта карта для любого пола, да, для любого пола, может показывать как бы хорошее знамение. То есть, допустим, может показать даже там зарождение хорошего чего-то в жизни, да, удачи какой-то, богатства. Но с другой стороны, она может еще показать, допустим, когда у человека все кувырком. Вот знаете, как при колесе фортуны. У него может все перемениться, с ног на голову перевернуться. То есть это тоже может быть. И потому что она хаос, да? Хаос. То, что было до начала типа времен. И у каждого это по-разному проиграется на самом деле. По-разному, абсолютно по-разному. То есть это некоторое смятение все-таки. Поэтому я вам так скажу, что либо это какой-то мужчина важный появляется в вашей жизни, либо это вот ваша очень мощная такая мужская энергия, мир, да, мир. И с другой стороны, это может даже вызывать удачу. Вы можете привлечь удачу на свою сторону или богатство, процветание. С другой же стороны, да, если у вас это уже все было, если все было вот устаканено, может вносить перемены, которые выводят вас из зоны комфорта. Но это как судьба какая-то, именно карта некой все-таки судьбы. Что мы видим дальше? 8 мечей, да? Она, по сути, показывает какого-то, возможно, человека, который является для вас, ну, неким справедливым критиком, или он может вас провоцировать, да, провокатор. Что значит этот провокатор? Вообще, многие люди благодарят критиков.
не благодарят тех, кто их хвалит, а благодарят критиков. За что? За то, что они им сказали правду. И критика, по сути, она часто является правдой, если она действительно конструктивная. Бывает неконструктивная критика, то есть когда это хейтерство называется, да? Когда у вас появляется человек, который вас просто пытается задавить негативными отзывами, да, о вас. Это одно, это плохо. Но когда есть справедливая критика, то есть такая оценка, да, когда ты признаешь, что человек прав, это хорошо. И получается, у вас может появляться вот какой-то справедливый человек, который говорит вам о ваших, пусть и недостатках, но, слава богу, ты сказал. Понимаете? Слава богу, ты сказал. Вот если бы карта перевернулась, если бы я вообще перевернутые читала, карта бы показала, что между вами и этим человеком могла бы вспыхнуть ссора. Но судя по этой карте, именно по этой карте, которая прямо легла, и которую я только читаю прямо, да, она показывает именно, что вы воспримете этого человека правильно, что вы можете, согласно его замечаниям, скорректировать свою жизнь и работу. Это тоже событие, оно очень важно на самом деле, потому что именно оно приводит вас к шестерке жезлов, да. То есть именно это событие ведет за собой шестерку жезлов. То есть первое событие, хаос, рождает мужчину. Мужчина, возможно, оказывается критиком, да, то есть справедливо замечающим ваши какие-то, пусть и недостатки, но вы их признаете. И это приводит вас уже к шестерке жезлов. То есть, понимаете, которая говорит о том, что вы можете побеждать, да, вы можете одержать какую-то победу важную в вашей жизни именно в феврале, то есть какой-то проблемой справиться, над которой вы давно работали, корпели. Если бы вам этого не заметили, вы бы с этой проблемой-то и не справились, понимаете? То есть кто-то очень умный такой появляется, умный. И, по сути, карта еще показывает момент приручения какого-то, да, приручения. То есть, когда, допустим, долгое время не мог найти подхода к какому-то вопросу, к человеку. То есть, почему она показывает именно процесс приручения, да? Потому что если бы вы сразу же могли, допустим, с каким-то человеком общаться на том уровне, что все, он ваш, да, вы бы его не ценили. То есть она нужна, эта карта. И это процесс длительный. Но вы его заканчиваете в феврале, а значит, что улучшается все вокруг. И, соответственно, вы к этому очень долго шли. Вот вы не могли справиться с этой ситуацией, да? Или ситуацию не могли приручить, то есть найти подход. Найти подход, может быть, к какому-то чиновнику, что тоже может быть вариантом, да? Могли долго ожидать вот этой ситуации победы над чьими-то качествами характера, там, да, допустим, или не могли понять, а какой подход найти, вот с какой стороны подъехать. И вот вы понимаете, именно благодаря вот этому человеку. Вот такой ответ дали карты по второй позиции. Знаете, что февраль у вас месяц перемен. Сейчас вы стабильны, но в феврале все закрутится. Скорее всего, будет что-то вот такое очень, неординарное, да, именно вот связанное вот с этой картой. Вот. Давайте идем дальше. Не забудьте посмотреть свой знак зодиака, да. Идем дальше. Значит, розовый кварц. Розовый кварц и первая карта. В каком аркане сейчас живете? Свадьба, да? Свадьба. Смотрите, второе Тейла, свадьба, это, конечно, союз, да, это аркан союза. Или что вы в браке, например, находитесь, в первую-то очередь. Карта это означает. С другой же стороны, это как событие, да, какое-то. Вот сейчас у вас идет событие, связанное с заключением союза.
Вот так. В жизни такое событие, это как заключение союза. И, соответственно, брак, свадьба, да, это как радостное что-то. То есть вы этому союзу, этому единению радуетесь. По сути, это торжественный момент. И вот вы чувствуете положительное что-то в жизни, предвкушение будущего, строите планы на будущее, как любые молодожены бы строили, да. Вы находитесь в союзе и чувствуете, что вы в этом союзе с поддержкой, да. С другой же стороны, вы готовы разделить как радость, так и горе. То есть вы готовы жертвовать собой ради этого человека или ради этого какого-то союза. Карта всегда говорит о парности, да, то есть она показывает, что один без другого уже как бы и никак. И вы без чего-то или без кого-то не можете. Вы должны быть в сочетании, да, с кем-то. В этом вся суть. Вы не одинокий человек, да, или вы на пороге того, чтобы не быть одиноким человеком. Ну, естественно, это карта позитивного человека, очень коммуникабельного, который с другими ладит, да. Давайте посмотрим 3 главных события февраля для вас. Пятерка мечей выпала. Ну, вы знаете, какие-то арканы похожи с Уэйтом, какие-то нет, да? Капуцин. Капуцин. И воздух, да, это вот элементаль воздуха или как центральная воздушная карта. Она, по сути, показывает небо. То есть есть первые 6 дней творения, а на 7-й Бог отдыхал. То есть в этом здесь суть второй Телы. И вот на 4-й день он создал небо. Понимаете? Об этом здесь речь. То есть карта показывает именно небо. Да? Ну, хорошо. Начнем мы с нашей с вами пятерки мечей. Пятерка мечей. События, которые могут происходить по карте пятерка мечей. Вообще пятерка мечей, она по сути всегда означает некий момент победы с одной стороны, да, над каким-то человеком. С другой стороны, это может быть и, допустим, пустая трата времени, да, что-то тратите, любая трата. Допустим, когда человек потратил много денег, да, потратил много времени, много энергии на эту победу. И выходит так, что пятерка мечей, она часто показывает не очень приятные события, но которые потом оборачиваются для вас плюсом. То есть вы очень хотели преодолеть какое-то препятствие, решить какую-то проблему, но вам мешали, да? По сути, вы тратите много энергии или сил, или денег, или чего-то, чтобы устранить помеху. Вы побеждаете, но при этом вы как будто лишаетесь большого количества сил, денежной энергии или еще чего-то. И вот это вас совершенно как будто бы и не устраивает, да, и не устраивает. Вот вся суть в том, что хотелось бы, чтобы... Но оно не ценой таких усилий вам досталось, вам бы так хотелось. Но не всегда так бывает в жизни, да. Бывает, что человек и вообще ничего не получает. И вот вам надо порадоваться тому, что да, при сильной затрате вот любой вашей энергии, даже земной, пентаклевой, вы получите это, вы разрешите эту проблему, вы добьетесь своего. Но да, вы потратите при этом, да, силы, деньги, энергию. Вот. Дальше, значит, мы видим нашего капуцина, да. И эта карта, она, по сути, показывает, как справедливость, судью, правосудие. Так получается. И, соответственно, это как бы добиться справедливости в феврале, это
у кого-то, допустим, выиграть суд, например. Или карта может показывать, что вы в феврале сочетаетесь с законным браком, да, а у вас сейчас вот уже свадьба на носу. Потом могут быть любые официальные контракты по этой карте. То есть, когда человек поступает на государственную службу или еще что-то такое. Но также эта карта может показывать предательство, ну то есть человека, который был в вашей жизни, ну, лукавым таким человеком, носил маску, а вы его вскрыли, понимаете? И, соответственно, добились справедливости, но вам, ну, не очень из-за этого, что он притворялся. Вы добились справедливости в этом вопросе, да, вы его наказали. Но это же все равно, вот сам по себе человек плохой, предатель, там, да, лгун может быть такой. И понимаете, вот карта может говорить именно о том, что раз вы вскрыли это, да, то поэтому и перешли в следующую карту, воздух, карту вот этого неба. То есть получается вот эта стихия воздуха, стихия ветра, неба, да, показывается. Это положительное, то, что происходит в вашей жизни, положительное. И, наконец-то, вы добиваетесь, вот, может быть, как бы исполнения своего желания, да, благодаря тому, что устранен враг, устранен лжец, предатель, негативный человек, который желал вам зла, который хотел, чтобы у вас все пошло прахом, но вы его выявили. Вот, может, поэтому у вас идет борьба, да, опять же, с кем-то, кто вам вставляет палки в колеса. И вы его вот правосудием вот этим выявляете, над ним идет правосудие, да, над ним заносится меч правосудия. И вы понимаете же, вот предатель, вот гад. Но неприятно это узнавать, правда? Ну, как бы, что кто-то вот этот был, вот этот человек, может, вы ему верили там, да, а может, подозревали, мы не знаем. Но все равно, даже если подозрения оправдываются, все равно неприятно. И вот это чувство, да, что вроде как и победа есть, опять же. То есть у вас второй раз этот смысл, да, что и победа есть, но и понятно, что человек какой-то не очень хороший. Ну и, конечно, видите, вот карта воздуха, неба, она может показывать даже увеличение там богатства, благосостояния вашего в феврале. И я считаю, оно того стоило, вот, допустим, да, это пройти, что-то такое. Но вы знаете, вот наш монах вот этот, да, наша карта восторжествования над ним справедливости говорит о том, что это может быть даже кто-то из близких, кто считался вами другом или там подругой, и вы выявите, что человек в чем-то обманывал или за спиной что-то делал. Поэтому будьте очень внимательны, да, очень внимательны к своим близким. И уже сегодня, то есть когда вы смотрите это видео, вам нужно понять, что не совсем-то надо всем доверять, его уже так не будет в феврале. Неприятно там, да, или еще как-то больно от того, что вы поняли, а кто, например, такой вот не очень хороший предатель, да. Вот вполне такое может быть, вполне себе. Поэтому вот мое мнение, что лучше бы вы как-то поостереглись сразу же-то это взять и, ну, например, там что-то передать человеку или что-то ему там, да, хорошее там переписать, там, может быть, доверить, да, может быть, не надо. Сегодня уже не надо делать этого, понимаете? Ну, вот такой ответ у нас дали карты по третьей позиции. То есть, да, вы можете прийти в феврале к увеличению благосостояния или к чему-то, ну, вот хорошему, светлому, как большой удаче, но только вот через выявление и победу над врагами, да. Хорошо, идем теперь к знакам зодиака. Не забудьте посмотреть свой знак зодиака, не забудьте. Итак, мы начнем с Овна. У нас 3 события, да? Именно 3 главных события февраля для вас. 3 главных события февраля.
Итак, Овен, да, Овен. Ну, вот не знаю, как правильно, вот так, наверное. Значит, тут у нас 9 мечей. Следующее, значит, это у нас 5 жезлов. Храпит моя собака, не обращайте внимания. И следующая карта у нас, вот видите, кубки хорошо видно, да, перевернутые они или прямые. Значит, 10 кубков. Хорошая очень карта в любой колоде. Для Вилли. Хорошо, мы начнем с вами рассуждать с нашей 9 мечей. Первое событие, да, первое событие, которое тут может быть. Смотрите, получается, вот мое чисто мнение, что эта карта не такая плохая, как ее многие представляют, тем более, что второе Тейла, значение карт немного другие, допустим, да, чем в Таро Уэйта. И, соответственно, вот идет как будто бы такое вот, как, ну, что-то, неподчинение, допустим, да, когда человек не хочет делать то, что ему сказали. И мое мнение, что да, это может вызывать некоторые негативные какие-то, ну, может быть, эмоции, но не до такой степени, чтобы это было что-то вот прям нехорошее такое, вот прям совершенно ужасное. Нет ведь, правильно? То есть может так быть, что вы не захотите или откажетесь, да, сделать что-то для кого-то, или, может быть, вы откажетесь, получается, ну, допустим, от какого-то предложения, или кто-то откажется от вашего предложения. И ведь, согласитесь, не так уж это прям горько. С другой же стороны, да, это может вызывать негативные чувства. И даже вот сам факт того, что кто-то там отказывает вам в чем бы то ни было, да, не очень приятен. Вот когда вы кому-то отказываете, это как бы нормально, а когда вам отказывают, не очень хорошо, правильно? Но мое мнение все-таки, что раз оно ведет к чему-то хорошему, значит, так было надо. И значит, может быть, что оно того как бы стоило. Потому что вот даже посмотреть следующую карту, да, 5 жезлов в этой колоде показывает настоящее золото. А это значит, что вы придете к увеличению благосостояния в феврале, дорогие овны, но просто потому, что какое-то не приняли предложение или кто-то не принял его ваше, да. Бывает, ищешь работу или там повышение, оно тебе было не нужно вообще. Или, может быть, предлагали там какой-то бизнес или еще что-то. И тебе это было не нужно, а ты и не взял, и молодец. Сначала тебе неприятно, что ты кому-то там больно сделал, отказал, а потом понимаешь, да мне и не надо было, ведь это мне лучше, это мне на руку. И потому у вас первое, да, отказ, а второе увеличение благосостояния золота, да, то есть идет именно какое-то денежное прибавление вторым главным событием. Ну и третье событие, как вы уже понимаете, да, это может быть какой-то дом, недвижимость, смена там квартиры для своей семьи, да, там, допустим, может быть посещение какого-то интересного города, места, опять же. Вот карта 10 кубков, она такая хорошая, светлая, семейная. Для своей семьи сделать что-то хорошее означает, да, что-то светлое. И, соответственно, еще и может быть какая-то, ну, сделка с недвижимостью. Что-то, может, поправляется какое-то имущественное положение, или для этого идут предпосылки, понимаете, дорогие овны? Поэтому третье событие связано с вашим домом, с вашей семьей, или ремонт дома, или перемена места жительства, или улучшение жилищных условий. Вот к этому все идет. Не говорю, что вы прям в феврале там, вау, это осуществите, но, по крайней мере, что-то к этому двигается, начинается, да. И вообще улучшение семейного положения, ну, то есть.
Может, отношения могут стать более серьезными. Предложение руки и сердца для женщин. Мужчины могут сами предлагать кому-то руку и сердце, а женщина вам не откажет. То есть мы стали семьей, такое ощущение. У нас гармония в семье, наладились семейные отношения. Ну, вот такой ответ у нас по Овнам. А мы идем с вами дальше. Теперь у нас, значит, Тельцы. 3 главных события февраля для Тельцов. 3 главных события для Тельцов. Итак, первое, значит, событие у нас 7 жезлов. Второе событие у нас вот такой вот мужчина красивый, король жезлов, да. И третье событие у нас с вами это 9 жезлов. У вас одни сплошные жезлы, дорогие Тельцы, да, сплошные прям. Ну, смотрите, значит, мы начнем с первой карты, да. Конечно же, эта карта, ну, неплохая. Она показывает, что человек старается, да, что человек что-то хорошее предпринимает, делает, может быть, договаривается, разговаривает, ну, допустим, ведет какие-то важные сделки, переговоры, получает новости, говорит с многими людьми. И вот как будто бы идет такое движение. И какой-то будет, может быть, вот как событие месяца, очень важный разговор или договоренность в феврале. И это вызовет чувство победы. Вот чувство, что вы одержали победу. Вообще карта, она такая светлая в этом плане, что да, вроде как труды человек затратил, но добился, чего хотел. И да, речевой аппарат здесь очень важен. То есть что нужно уметь действительно говорить с людьми, договариваться с людьми, вести с ними там какой-то диалог, который потом приведет к лучшим последствиям, чем если бы вы молчали и если бы вы умалчивали о каких-то там, допустим, ну, фактах, особенно по работе, если касаться. Наш король жезлов является по какой-то непонятной причине, ну, допустим, деревенским человеком. И, соответственно, это может быть роль мужчины в вашей жизни, но он склонен к тому, чтобы быть хозяином в доме, а не в квартире. Потом, значит, у него может быть родом из глубинки, да. Но он такой вот прям самостоятельный, важный этот человек, может во многом помогать. И также, да, центральным может быть в феврале, то есть как фигура, с которой вы общаетесь много, дорогие Тельцы, неважно, мужчины вы или женщина. Идет большое, многодневное, может быть, частое общение с мужчиной. И, возможно, это мужчина знака огня или из деревни, да, или родом из села. Или тот, кто живет в доме, пусть даже в городе, но в доме. Конечно, это человек такой очень самолюбивый, умеющий везде задавать свой тон, свои правила, лидер по-настоящему. Просто так не переспоришь, но при этом надежный человек, ответственный, может много что хорошее сделать для вас. Дальше, значит, 9 жезлов. В чем-то будет задержка небольшая. Может быть, откладываете что-то, дорогие Тельцы, на потом. Но оно того стоит, потому что и сейчас есть дело, в котором нужно победить. Решается это дело многочисленными, считай, диалогами. И, может быть, не хватить времени на что-то второе, да, которое вы должны достигнуть в феврале. Оно откладывается на потом, но это не значит, что оно не решится вовсе. То есть, да, будет какое-то дело, вот событие, да, что оно совершится позже, чем вы думали. Ну, вот такой ответ у нас Тельцам. А мы идем с вами дальше. Следующий знак зодиака – Близнецы. 3 главных события февраля для вас. 3 мечей. Повторю, в каждой колоде разные значения, особенно когда это не Таро Райдера Уэйта.
Сразу же предупреждаю, правосудие. Вот сама карта правосудия, да, такая уже Фемида. И третье, значит, событие, десятка пентаклей. Десятка пентаклей. Хорошо, ну начнем мы с нашей с вами троечки. По сути, ну, такая карта, говорящая именно об чьем-то отъезде, как будто бы, или вашем отъезде куда-то. То есть именно не приезд, да, не приезд, а отъезд, то есть грустен именно отъезд. То есть когда кто-то, ну, вот, допустим, там, не знаю, муж по работе уезжает от тебя, или ты уезжаешь по работе от мужа, тебе, ну, хочется с ним остаться, а никак, да? Или, допустим, был человек в путешествии, ему там хорошо, пора уезжать. Вот такое может карта показывать. И еще карта может показывать совершенно недоумение по какому-то вопросу или поступку от человека. То есть человек мог, допустим, уехать, но не сообщить, да? То есть вот такое может быть. И обязательно внимание обратите насчет кого это может быть. Кто бы был для вас настолько важен, чтобы вы обратили настолько сильное внимание, что это для вас важное событие в феврале. Дальше правосудие, сами понимаете, меч Фемиды занесся и разрубил. То есть кто-то понес свое наказание, а вы триумф, да? Наказали обидчика, выиграли суд, добились справедливости в спорном вопросе, особенно в законодательном, да, там, допустим, по работе что-то спорили, или отстаивали свои права, победили. Такое вот может быть событие. И также могут быть вступления в законный брак по этой карте. И совершенно точно карта может показывать, что ваш враг отпал, да, полностью отпал. Был какой-то враг, человек, который был неприятен вам и вставлял палки в колеса, вы его полностью победили. И третье событие, смотрите, наша десятка пентаклей, да. Неплохая, конечно же, карта, неплохая. Она, знаете, может показывать, что, во-первых, решаются дела с недвижимостью, потому что это дом, или вообще любые домашние дела, ну, то есть семейные дела, которые у вас там с роднёй или с семьей происходят, и вам нужно решить эти проблемы. Поэтому третьим событием будет решение семейных проблем, выход из трудностей в семье или решение проблем с недвижимостью любого рода. Ну, вот такой ответ у нас дали карты близнецам. А мы идем дальше. Раки. 3 главных события февраля. Давайте посмотрим. Так, ну, значит, у нас тут этот валет мечей, паш мечей, да? Дальше 7 кубков, второе событие для раков. И 3 кубков. То есть у вас тут по мечам и по кубкам, да? Все эмоции, дорогие раки. Все как-то мы не в пентаклях, да? Ну, смотрите. Валет мечей, он такой у нас молодой товарищ, да? Вот, может быть, вы будете общаться с каким-то очень молодым человеком, который будет важен для вас. Но, конечно, в этой колоде он показывает шпиона, да, то есть человека, который за всеми следит, наблюдает, в курсе всех событий, может быть, в курсе, там, не знаю, последних тенденций в бизнесе, какой-то проныра. И если вы работаете, вы начальник, допустим, или начальница, то, дорогие раки, это может быть очень юркий работник, но которому вы не сразу будете доверять, вот которого вы нанимаете на работу. Также, что это еще может быть, да? Общение с человеком, который, мол, видит вас насквозь, но вам не раскрывают ничего о себе. И так это весь февраль длится, человек вам интересен, но при этом вы понимаете, что вы о нем ничего не знаете, а он уже все знает про вас, абсолютно все, да. И вы не понимаете, как так получилось, то есть он настолько там интеллектуал обаятельный,
что, ну, думается, вроде как это вы должны были его обвести вокруг пальца. Но нет, это он вас пока что обводит, потому что это же не вы о нем знаете все, это он знает о вас все, да, а вы еще пока ничего. И доверять вы ему, ну, по сути, зря, да, делали это, не можете. Вот, ну, общение с загадочным типом, да. Дальше, значит, мы видим нашу 7 кубков. 7 кубков, она в этой колоде, она немножечко вот как будто бы другая. Она означает некоторого рода размышления, мысли, думы, а вовсе не иллюзии, например. Но думы в этом плане, что кто-то думает о вас скорее, да, или вы друг о друге с кем-то думаете. Но это как бы любовные скорее мысли. Получается, вторым событием для раков будет, ну, состояние некоторой влюбленности, или что вам кто-то симпатичен, и вы о нем все время думаете, а он думает о вас. Вот скорее так. Либо идет такой момент, что вы что-то обдумываете очень важное, что вы в будущем хотите сделать, но еще оно в зародыше, понимаете? Однако не бросайте, как говорится, эту идею. И третья карта у нас 3 кубков. Она, в принципе, ну, как бы неплохая. Она показывает большой успех. Но также, да, она может за февраль показать какой-то праздник, пьянку, да, посещение корпоратива, мероприятия, свадьбы, дискотеки. Вот, поэтому это тоже может для вас оказаться важным событием, что вы туда долго собирались, например, готовились, дорогие раки. Ну, вот такой ответ дали карты ракам, да. А мы идем дальше. 3 события. Львы. 3 главных события для вас февраля, да. 3 главных события февраля. Значит, тут у нас король пентаклей. Дальше. Королева кубков. И туз кубков. Не зря так ковырялась в колоде только что. Дорогие львы, у вас 3 очень позитивных карты, да. Ну, смотрите, вот первое, что у нас тут есть, это наш замечательный король пентаклей. Он часто показывает повышение финансового положения вашего, да, то есть улучшение каких-то денежек. Но, с другой стороны, это и человек, мужчина, с которым вы можете, ну, общаться весь этот февраль, или он в феврале сыграет в вашей жизни что-то важное. Я так понимаю, что он тут у нас какой-то брюнет, шатен, там, я не знаю, да. И, по сути, карта говорит о темноволосом мужчине. Вот. Но также, да, это стабилизация финансов или улучшение финансов, может быть увеличение вашей работоспособности или даже занятие руководящей должности. Применять все трактовки карты, которые я перечисляю, к одной не нужно. У вас каждого будет свое, дорогие львы. Вторая карта у нас королева кубков. Сами понимаете, что это любимая женщина, блондинка, женщина-блондинка, да? И она говорит о том, что вы, возможно, будете общаться с очень важной для вас женщиной-блондинкой. Или для мужчины это любимая женщина, а для женщины, ну, какая-нибудь подруга, родственница. Или состояние любви. Ну, то есть, дорогие львы, вы можете любить в феврале, вот чувствовать любовь, да, и взаимную, скорее всего. Естественно, рядом же туз кубков, который показывает, что, ну, как вот, не знаю, там, святой Грааль, да, исцеление, восстановление, улучшение жизни, большая любовь, светлые чувства, да. Ну, и также мы здесь видим стол. То есть, может быть, будет накрыт стол, допустим, когда есть много напитков, там яств на столе, изобилие, да, то есть карта может показывать поток изобилия, устремившийся в вашу жизнь. Вот у вас, дорогие львы, идет поток изобилия и поток любви одновременно, представляете? Я считаю, карта счастливая, поэтому и февраль у вас будет счастливый. А мы идем дальше. Следующий знак зодиака — Дева.
Дорогие девы, давайте посмотрим на Таро Тейлы. 3 главных события месяца для вас, февраля. Значит, тут у нас 5 кубков. Дальше, значит, 4 мечей. И следующая карта 6 кубков. Мы начнем с вами с 5 кубков. Повторю, что это не Таро Райдер Уэйта Смит. Значения у этого Таро несколько другие, да? Несколько другие. Помните об этом, пожалуйста, дорогие девы. Особенно вот вы очень любите логику, здравый смысл. Включите его, пожалуйста. Итак, 5 кубков в этой колоде означает наследие. Она показывает, что вы перенимаете чей-то опыт или, может быть, перенимаете чью-то энергию. Вот знаете, впечатление может быть такое, что человек там, вот у него был папа всегда директором, да? Он работал на заводе, папа пошел на пенсию, человек стал директором. Понимаете, это наследие. Что такое наследие? Это когда ты идешь по стопам чьим-то. Может быть, у вас были очень хорошие отношения с вашим начальником. Он говорит, я уйду на пенсию, ты станешь вместо меня начальником, да, или там бригадиром, или еще кем-то. Или там ты у меня долго был генеральным директором в бизнесе, я что-то хочу как-то отойти от дел, будешь теперь хозяином. Продам тебе свой бизнес. Вот понимаете, как что-то идет вот принятие от кого-то вот этой энергии. Как будто бы человек говорит, иди по моим стопам, да, иди по моим стопам. Я считаю, хорошая карта. Поэтому, да, вот такое вот первое событие. Дальше, значит, второе событие у нас с вами, это 4 мечей. Это у нас что-то сделать в одного. Когда человек один должен пройти свой путь, уединившись, да, и совершить вот какое-то важное действие в жизни и буквально победить в одного. То есть вы в одного, действительно, дорогие девы, должны это сделать. Допустим, там провернуть какую-то работу, куда-то съездить или что-то еще. Это не говорит о том, что вас ждет одиночество в феврале, вы будете без пары. Это говорит о том, что человек должен сделать это один. Вот что-то вы должны прям без чьей-то помощи совершить, и вы победите. И следующая карта у нас, да, это 6 кубков, 6 кубков. Она показывает прошлое, взгляд в прошлое. То есть вы можете осуществить в феврале, дорогие девы, мечту, которая долгое время тянулась из вашего прошлого, и вы все никак не могли осуществить, например, мечту детства, мечту юности. И вдруг вы решаетесь на это и совершаете это действие. Вот такая позиция по девам. А мы идем с вами дальше. Весы. 3 главных события месяца. Давайте посмотрим. Февраль. Что ждет? Итак, первое событие у нас вот такая вот, получается, растение, да, растение карта. Дальше, значит, ух ты, туз пентаклей. Интересно. И третье событие. 2 пентаклей случайно выпало тогда. Так, хорошо. Давайте мы с вами начнем с вот этой карты. Необычной совершенно для вас растения, да. По сути, это творение нашей жизни, да, вот, то есть мироздания Земли. Сначала, мол, Бог сотворил там свет, огонь, потом растения, воду, да. То есть вот растение это из этой оперы. И, соответственно, эта карта счастливая, она показывает перемены к лучшему у человека, она показывает стихию воды, и, по сути, мне кажется, что предвещает как будто бы какие-то, пусть и странные обстоятельства в жизни, но рост, да, ваш рост, дорогие весы.
Могут необычные совершенно происходить вещи, такие как чудеса, да, какие-то, как будто. Карта показывает, что вы можете обретать внутреннюю гармонию через то, что вы увидите, ну, некоторое чудо. Когда вы боялись чего-то, когда вы, допустим, фобиями страдали, да, и видите вдруг какое-то необычное явление, чудо. И это меняет вас изнутри, понимаете? Или, может быть, решается нестандартным способом проблема. И это ведет к переменам в вашей жизни в лучшую сторону. Ну, сами понимаете, дорогие весы, что растения, они растут, растет ваше благосостояние, например, или вы растете. То есть вот это осознание такое, да, что это что-то доброе, хорошее. Я никогда бы не сказала, что растения какие-то могут быть злые, да, даже Венерина мухоловка. Поэтому здесь, конечно, это очень положительная карта, положительных изменений, но, опять же, и нестандартных совершенно событий. Нестандартных, влияющих и на ваши эмоции, и на ваши какие-то, вот на ваше подсознание, да. Ну, вторая карта, сами понимаете, она в любой колоде хорошая. Туз Пентаклей в любой колоде. Он не может быть плохим, как ни крути. Вот почему он мне и нравится, да, что в любой колоде является хорошим. И вот здесь он показывает благосостояние, богатство, естественно, и совершенное удовлетворение. То есть вы получите большую-большую денежную радость, скорее всего, дорогие весы. Ну что вы так любите больше, чем деньги? Да ничего, да? И, соответственно, либо большой какой-то богатый подарок, либо премия, либо что-то вот такое в феврале будет яркое прям. Может, это и заставит вас поработать, но все-таки и деньги идут. Причем, ну, довольно-таки прям хорошие денежки. Или, может быть, удача какая-то. Ну вот удовлетворение, совершенное удовлетворение. И двойка пентаклей показывает смущение. То есть карта говорит о том, что вас кто-то или что-то может смутить, дорогие весы. Ну, например, чей-то поступок, да, который заставляет вас прищуриться и не понимать. Да, нестандартный поступок. Что нас смущает обычно? Допустим, нарушение нашего личного пространства. У тю-тю какая ты крошка, да, там сказали человеку в офисе, бухгалтеру, который совершенно не накрашенная, сидит в очках. Моя ты крошка, иди, я тебя поцелую, тю-тю моя хорошая, пришел мужчина, да, там. И вот что ты на это скажешь, да, ошарашенная такая сидишь, смущаешься, не понимаешь. Вот это подобный поступок. То есть что-то вот кто-то вам такое, вы долго будете, дорогие весы, помнить этот поступок. Вот потом расскажете. Ну, вот такой прогноз по весам. А мы идем к скорпионам. 3 главных события февраля для скорпионов. На Таро Этейлы. 9 кубков. 9 пентаклей. Что ж вы, девяточники такие. Ух ты, ух ты, ух ты. Ночь. Какая интересная у вас раскладочка получилась. Дорогие скорпионы. Кстати, 3-я карта точно ваша. Ваша. И никак иначе. Ладно. Давайте мы начнем с нашей 9 кубков, которая показывает победу, да. Вы совершите что-то грандиозное, и, ну, ощутите это состояние победы, веры в лучшее, естественно. И вообще, я считаю, 9 кубков, она в любой колоде хорошая, она исполняет желания. Я думаю, что какое-то ваше желание будет исполнено, и вы скажете, что вы победитель по жизни, да, дорогие скорпионы. Конечно, это карта изобилия, благосостояния и большого счастья. Она действительно счастливая, даже в колоде Таро Этейлы. И она говорит о том, что вы будете рады, очень рады какому-то событию в вашей жизни, которое сделает вас этим победителем. Это состояние, да, хорошее. Дальше, значит, мы здесь видим следующую карту, 9 пентаклей, эффект. Это уже итог.
то есть вы делали долгое время какое-то дело, а в феврале вы его подытожите и скажете, что вы это сделали и получили результат. Причем очень хороший и, скорее всего, денежный, дорогие скорпионы. Ну и теперь самая загадочная карта. Она у нас составлена на сладкой, причем самими таки картами, правильно? Именно ими. Это звезды, это ночь. Иногда карта показывает все знаки зодиака и созвездия. Она показывает новые интересы, идеи ваши. И также некоторую тайну, да, то есть ночная тайна. И могут быть какие-то таинственные действия со стороны человека в вашу сторону, дорогие скорпионы. А уж что вы больше всего любите, так это тайны, правильно? Если какой-то человек начнет совершать в вашу сторону таинственные действия, я думаю, что больше всего на свете именно это и вас заинтересует. Конечно, карта предвещает очень хороший сюрприз, особенно для женщин. А для мужчин может показывать, ну вот как будто бы просто блестящее что-то, блестящая идея, улучшение или действительно какие-то таинственные действия дамы в вашу сторону. То есть для женщины это таинственные действия мужчины в ее сторону, а для мужчины таинственные действия женщины в его сторону. Ну и изучение, может быть, созвездия, астрологии, знаков зодиака, почему бы и нет. И новые интересы, идеи в эту сторону. Ну вот такой ответ для скорпионов. Стрельцы. Дорогие стрельцы, давайте посмотрим 3 главных события февраля на Таро Тейла для вас. Итак, первая карта у нас с вами это Шут. Но он тут, смотрите-ка, 78-й. Да, 78-й. Дальше, значит, Маг. Интересно, да? Так, и следующее. У вас важные события идут, очень важные. Ну, получается, что путешествие, наверное, да? Или как? Ну, мир, может быть, мир, потому что прям вот эти вот 4. Хорошо. Получается, давайте начнем с нашего шута, да? С нашего шута. Карта показывает, что кто-то в феврале может совершить в вашу сторону очень странный поступок или повести себя крайне нестандартным образом. Вы этому будете очень-очень удивляться, дорогие стрельцы. Также карта показывает начало какого-то пути или дела. Может быть, вы что-то начнете чему-то учиться, начнете новый путь. Вот. В принципе, эта карта неплохая, но она показывает часто безрассудство в колоде Тейлы и говорит о том, что кто-то делает выпад, да, нестандартный поступок совершенно. Необычный, может быть, странный. Соответственно, мы понимаем, что такой человек может наделать делов, да. То есть... Ну, представим, что мальчик дружит с девочкой, девочка с мальчиком, мужчина с женщиной. И человек вдруг резко начинает там истерику. Вы спрашиваете, что случилось, что случилось? А человек говорит, вот, я заметил, тебе писали в Инстаграме. Вот знаете, вот что-то такое вот, как бы, ты не понимаешь, почему это происходит. Ну, то есть, ты вообще повода не давал или не давала, а тебе начинают закатывать какие-то странные концерты или еще какие-то, допустим, нестандартно дорогой, ну вот глупо дорогой подарок, да, с ровного места у тебя там ни день рождения, ничего, никакой праздник, на День Святого Валентина ты получаешь вдруг, ну там, не знаю, машину. Вот понимаете, вот что-то такое, вау, ты думаешь, ну ничего себе, что происходит. И вот так может быть любое, вот что действие в вашу сторону со стороны человека абсолютно нестандартная, да. Хорошо. Следующая карта мага. Она показывает, что, ну вот как будто бы происходит общение с каким-то очень необычным, неординарным человеком, возможно, мужского пола, который вас заставляет подумать, что
ну, даже вы как-то уже не вписываетесь, да, что этот человек на высоте. Либо вас оценят по достоинству, ну, то есть ваши какие-то, может быть, способности в работе, или, может быть, какие-то ваши, там, например, идеи оценят по достоинству. Но еще эта карта означает часто целителя. Значит, что кто-то может, ну, допустим, заявить вам о своей болезни. Но тогда дело касается похода с кем-то к врачу. То есть, дорогие стрельцы, может такое быть, да, что вам кого-то придется отвести к врачу, которого вы рекомендуете, или пообщаться с каким-то очень крутым специалистом, который очень хорошо в чем-то разбирается, ну пусть даже не в болезнях, а в чем-то другом, да. Дальше, значит, мы здесь видим Землю, да, то есть Земля, мир, и, естественно, это связано с путешествиями. Почему? Потому что, ну как, идешь ты по земле, да, идешь ты по земле. И получается, что вы можете совершить в феврале какое-то дальнее путешествие. Вот. Также эта карта, она показывает общение с многими людьми, знакомства новые какие-то и новые увлечения. И может показывать будущий переезд. Ну, вот такой ответ для стрельцов. А мы идем дальше. И следующий знак зодиака – Козерог. Дорогие козероги, давайте посмотрим 3 главных события февраля для вас. Первая карта – туз жезлов. Вторая карта у нас – это, получается, 7-я карта. Вот когда, знаете, последний день творения, да? То есть у Бога было 6 дней для того, чтобы сотворить наш мир. И вот эта карта показывает вот этот последний день, когда сотворили птиц и рыб. И, соответственно, это такая знаковая карта, она очень интересная. И она, ну вот, на мой взгляд, очень положительная, дорогие козероги. Она говорит о защите и поддержке. Ну, я захожу вперед. Давайте посмотрим последнюю карту. Третье событие – это 7 пентаклей. Хорошо, мы начнем с нашего туза жезлов. По сути, туз жезлов – это может быть проявление огня в вашу сторону от кого-то. И даже взаимное. Ну, то есть, допустим, страсть, да. Но также туз жезлов может показывать, ну вот, допустим, как какой-то перепад очень сильный в жизни. То есть, когда у человека вот что-то резкое такое возникает, неожиданное совершенно. И он говорит о том, что, ну, допустим, вы придумаете нестандартную идею и начнете воплощать ее в жизнь, да, и поэтому вот и возникает эта карта, что теперь жизнь становится иной в связи с тем, что вы осуществляете это. Вообще она может даже означать, вот, допустим, как, ну, водопад, да, она может означать снегопад. Вот знаете, вот как какое-то вот такое, вот что-то как буря такая, да. Если мы посмотрим на эту карту, у нее есть 2 абсолютно, ну как, противоположных стороны. Если мы ее с обратной стороны смотрим, или наоборот, это и есть прямая, то это рождение, да, вот рождение вашей идеи. Если перевернем, то это будет у нас как перепад, да, перепад. Поэтому, дорогие козероги, знайте, что что-то будет яркое такое, да, страсть или возникшая идея, какие-то перемены в жизни, какие-то яркие события, знакомства. Следующая карта, вот птицы рыбы, она, да, вот показывает последний день творения, 6-й, а на 7-й Бог отдыхал. И, соответственно, она очень хорошая. Она говорит вот именно о любых положительных тенденциях вашей жизни. Но главное – это поддержка, это защита, это опора. И, соответственно, покровительство даже какое-то, да, от какого-нибудь, может, хорошего человека.
Но самое главное, это, ну, как союз какой-то, да, союз. И вы можете заключать некий союз в феврале с кем-то. Вот. Так что я считаю, что вам нужна будет помощь защиты, и вы ее получите в феврале. Вы увидите, что есть все-таки кто-то, кто готов поддерживать вас. Ну и 7 пентаклей, да, карты отличаются, я еще раз повторю. И вот эта карта, она показывает, вот есть карта золота, а это серебро. И она говорит о том, что повышается уровень вашего благосостояния в умеренном смысле, дорогие козероги. Ну, то есть все равно какой-то урожай вы собираете в феврале, то есть все равно есть прибавление в деньгах. Ну, вот такой ответ дали карты козерогам. А мы идем к водолеям. Дорогие водолеи, давайте посмотрим 3 главных события февраля для вас на Таро Этейла. Так, неправильно взяла колоду. Так, кавалер, рыцарь пентаклей, да, рыцарь пентаклей. Дальше, значит, у нас тут у нас, значит, 7 пентаклей. И последнее. Ух ты, сила. Вышла карта сила. Замечательные карты, дорогие водолеи. Карты показывают, что у вас будет улучшение финансового положения постепенно, да, медленно, но верно. И также карта говорит о том, что вы пользуетесь своей силой, своими ресурсами правильно. В феврале возможен рост по карьерной лестнице. Следующая карта, как ни странно, совпала с козерогами серебро, 7 пентаклей. И она говорит о том, что у вас будут умеренно, опять же, расти доходы, да. Но, смотрите, водолеи, здесь у нас мужчина. Вы можете все равно вот как бы пообщаться с каким-то мужчиной и знать, что он у вас в центре внимания, да. Может быть, какой-то надежный человек, на которого точно, легко и без всяких там сомнений можно положиться в жизни, то есть помогает. А вот 7 пентаклей, она показывает именно прибавление в финансовом смысле, как урожай для вас, пусть и небольшой, но необходимый, дорогие водолеи. И следующая карта сила. Вы приобретаете силу, мощь, власть в феврале. И, конечно, это карта приручения, то есть это карта союза с противоположностью своей, человеком совершенно не похожим на вас, но все-таки вместе вы сила. И еще эта карта может означать выздоровление от какой-то там болезни, от недуга и так далее. Ну вот такой ответ для водолеев. И последний знак зодиака у нас это рыбы. Давайте посмотрим, какие 3 главных события для вас на Таро Этейлы. 10 пентаклей. Значит, тут у нас вот карта показывает, ну, подобие, да, если с Таро Райдер-Вейта смотреть, это подобие колесницы, но здесь немножечко по-другому. Человек несколько агрессивный, поэтому может вызывать конфликты. Дальше, значит, следующая карта у нас это 4 пентаклей. Давайте по порядку, да. 10 пентаклей показывает, что могут быть какие-то действия с недвижимостью, дорогие рыбы, улучшение финансового положения, но главное, что решается любой вопрос с вашим домом. Ну, то есть домашние дела, важные проблемы, да, семейные проблемы или, допустим, проблема с недвижимостью в плане там улучшение недвижимости, жилплощади, ремонт, переезд, расширение может быть какое-то. Вот есть ли у вас дома какая-то проблема, да? Вот она будет у вас решаться в положительную сторону. Следующая карта наш агрессор. Смотрите, по сути, карта может показывать конфликт. Но конфликт с человеком очень упертым.
Допустим, это человек, с которым можно и не ссориться, дорогие рыбы. Если вы не захотите этого, по сути, это провокатор, да? То есть какой-то человек будет провоцировать вас на конфликт. Вы можете не соглашаться, ссориться с ним, уйти от конфликта, и никакого конфликта не будет. Но мы также видим здесь полное олицетворение колесницы. Карта вполне может показывать передвижение, дорогу куда-то, поездку. Поэтому имейте в виду как то, так и другое, да? Ну и следующая карта, 4 пентаклей, это важный для вас подарок. То есть вы получите подарок в феврале, и вы будете считать, что это либо подарок от очень важного для вас человека, дорогие рыбы, либо просто какой-то весомый для вас подарок. Но то, что вам идет именно какой-то презент, подарок, да, вас одаривают, это совершенно точно. Именно в феврале. Вот, так что ждите подарков, ждите приятных сюрпризов. Ну, вот такой у нас сегодня был расклад. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, помогайте каналу. Смотрите как можно дольше, кликайте по рекламе. Всем пока и до новых встреч.